Всем привет! Вяжу с вами еще одну снежинку, но здесь у нее уже 6 лучиков. В одном из комментариев мне написали, что в природе существуют снежинки только с 6 лучиками, поэтому ловите правильную снежинку. Вязать будем по вот этой схеме. Вот эта снежинка вязана по схеме, которую я только что вам показала. Лично мне она очень нравится. Единственное, вот эта четверка здесь напоминает какую-то прическу. Не знаю, и вообще эта снежинка мне больше напоминает даже цветочек. Поэтому я экспериментировала с этими лучиками. Вот такой вариант у меня получился. То есть я не 4, а 3 сделала и побольше самих воздушных петель. Тоже ничего, но остановилась на вот этом варианте, и его я с вами свяжу. То есть начинка у нас идет по схеме, а здесь мы буквально подкорректируем количество воздушных петель и сделаем блокировку таким ромбиком. В конце видео я вместе с вами сделаю крахмальный раствор, заблокирую булавочками и посмотрим, что у нас получится. Начинаем. Ниткой буду вязать пеликан, где на 50 грамм 330 метров, и крючком 1,25. Ниточку традиционно смотала в клубочек. Делаем скользящую петлю. И вяжем 2 воздушные петли подъема. Первая петля, вторая. Вяжем столбик с одним накидом не до конца. Что значит не до конца? Смотрите, делаем накид, провязываем первый накид и вот так и оставляем. У нас остается пока 2 петли на крючке. Далее вяжем еще один столбик не до конца, только накид провязываем. Так, у нас 3 петли на крючке. Еще один столбик с одним накидом не до конца. Это у нас уже 4. И у нас 4 петли на крючке. Провязываем все 4 петли одной петлей. И у нас получилось 4 столбика с одним накидом с общей верхушкой. Далее вяжем 3 воздушные петли. И нам надо провязать 4 столбика с одним накидом в кольцо, и у них будет одна верхушка. То есть вяжем столбик с одним накидом не до конца, второй столбик с накидом не до конца, третий, четвертый, так. И у нас получается 5 петель на крючке. Одной петлей все 5 петель провязываем. Опять вяжем 3 воздушные петли. И точно так же 4 столбика. Давайте подтянем вот эту петлю, чтобы было удобнее. 4 столбика с одним накидом, у которых одна будет верхушка. Первый столбик с накидом, второй, третий, четвертый. И все вместе 5 петель провязываем. И так вяжем до конца ряда, пока у нас не будет 6 лепесточков из 4 столбиков с одним накидом и общей верхушкой, и между ними 3 воздушные петли. Встретимся в конце ряда. Так, провязала последнюю группу из столбиков с одним накидом и общей верхушкой. Вяжу 3 воздушные петли и в верхушку вот этой первой группы соединительным столбиком соединяем. Затянем петлю, и вот смотрите, у нас идеальная серединка. Так, вяжем второй ряд
соединительными петлями перемещаемся под цепочку и вяжем точно такие же лепесточки из 4 столбиков с одним накидом, у которых общая верхушка. Вяжем 2 воздушные петли подъема, они нам будут заменять неполный столбик с одним накидом. Вяжем второй столбик с накидом не до конца, 2 петли на крючке, третий столбик с накидом не до конца и четвертый столбик. И у нас получается 4 петли на крючке, провязываем их одной петлей, вяжем 2 воздушные петли и опять повторяем вот этот лепесточек из 4 столбиков с одним накидом, у которых общая верхушка. Так, 5 петель на крючке, провязываем их вместе, далее вяжем 5 воздушных петель и под следующую цепочку вяжем опять 2 вот этих лепесточка и между ними 2 воздушные петли. Так, первый столбик не до конца, второй столбик не до конца, третий, четвертый, 5 петель на крючке, провязываем их одной петлей, 2 воздушные петли и опять наш лепесточек из 4 столбиков с одним накидом и одной верхушкой. Так, 5 воздушных петель и повторяем. Заканчиваю ряд, провязала 5 воздушных петель, под цепочку вяжу 4 столбика с одним накидом, соединенные одной верхушкой. Так, 5 петель на крючке, провязываю вместе 2 воздушные петли и опять этот набор из столбиков с одним накидом, с одной верхушкой. 5 воздушных петель и я впущу сейчас кота. И в верхушку вот этих 4 петель соединительным столбиком соединяем. Так, вяжем 3-й ряд. Соединительным столбиком перемещаемся под цепочку из 2 воздушных петель и вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Они нам заменяют столбик с одним накидом. Далее вяжем еще 3 столбика с одним накидом под эту цепочку. То есть это уже будет 2-й столбик с накидом, 3-й и 4-й. 3 воздушные петли и еще 4 столбика с одним накидом сюда же под эту цепочку. 1-й столбик, 2-й, 3-й и 4-й. Так, и у нас получилось 4 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и 4 столбика с одним накидом. И далее мы вяжем столбик без накида под вот эту цепочку из 5 воздушных петель. 4 столбика с одним накидом под следующую цепочку. 1-й столбик, 2-й, 3-й, 4-й столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и 4 столбика с одним накидом сюда же.
Далее столбик без накида под цепочку. И продолжаем опять под следующую цепочку 4 столбика с одним накидом, цепочка из 3 воздушных петель и 4 столбика с одним накидом. Вяжем так до конца ряда. Заканчиваю с вами третий ряд. 4 столбика с одним накидом. Три воздушные петли и 4 столбика с накидом сюда же. Столбик без накида и в третью воздушную петлю подъема соединительным столбиком соединяем. Так, вяжем четвертый ряд. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Так, воздушная петля подъема. Следующий столбик, видите, он вот у нас такой как бы раздвоенный. Поддеваем сразу вот эти две ниточки и вяжем столбик без накида. И дальше уже виднее в каждый столбик предыдущего ряда по столбику. Так, кому нравятся вот эти чубчики, вяжем цепочки из 6 воздушных петель и между ними столбики без накида. Это не пико по схеме, а столбик без накида, 6 воздушных петель, столбик без накида, 6 воздушных петель. И так 4 раза. Но так как я решила вязать вот эту версию снежинки, то вяжем следующим образом. Столбик без накида под цепочку, 6 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. У основания вот есть 2 ниточки. Провязываем пико и столбик без накида. Далее вяжем 13 воздушных петель. И точно так же смотрим, вот у нас эти 2 ниточки. То есть мы провязываем пико. Пико из 13 петель. Столбик без накида под вот эту цепочку. И вяжем пико из 6 воздушных петель. То есть набираем 6 воздушных петель. И опять в наши вот эти 2 ниточки, которые у основания находятся, вытягиваем ниточку через одну петлю и через вторую. И вяжем столбик без накида сюда же. Получился такой трилистничек. И далее вяжем в каждый столбик предыдущего ряда по столбику без накида. Так, провязали все столбики. Теперь под воздушную петлю вяжем тоже столбик без накида. Пико из 6 воздушных петель.
столбик без накида, пико из 13 воздушных петель, и вяжем столбик без накида под эту же цепочку. Нам надо связать еще одно пико из 6 воздушных петель. Вяжем 6 воздушных петель и делаем пико. И столбик без накида. Продолжаем столбиками без накида в каждый столбик предыдущего ряда. И так вяжем до конца ряда. Довязываю ряд и вместе с вами провяжу еще вот этот лучик последний. Так, по цепочку столбик без накида, 6 воздушных петель, пико, столбик без накида, пико из 13 воздушных петель, столбик без накида и пико из 6 воздушных петель. 5, 6. Столбик без накида. И в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по столбику без накида. И соединительным столбиком в первую воздушную петлю подъема соединяем. Фиксируем ниточку. И отрезаем. Сейчас спрячу все ниточки и вернусь к вам с крахмалом и водичкой. Будем крахмалить. Так, ниточки я уже спрятала. Беру обычный стакан и картофельный крахмал. Где-то вот так вот сколько крахмала бросаю, то есть где-то чайная ложка. Добавляю холодной воды. Тоже чуть-чуть так, чтобы просто размешать крахмал. И завариваю кипятком, то есть наливаю и одновременно размешиваю крахмал. Покажу консистенцию. Видите, капает так. Ну, можно было и погуще, но и так тоже будет хорошо. Пускай чуть-чуть остынет, но я иногда и так бросаю, не жду. Опускаем нашу снежинку и пускай она минут 10 постоит, напитается. Так, минут 10 уже где-то прошло. Ну, как правило, я сразу много крахмалю, так, чтобы покрыть всю вот эту поверхность. И, кстати, о поверхности. Здесь на
фанере, где-то 60 на 70, прикреплен поролон степлером и обтянут вот такой тканью плотной. Сверху я просто простилаю махровое полотенце, чтобы не пачкать вот эту черную основу, это просто бархат. И полотенце я регулярно стираю, потому что здесь то клей, то крахмал остается. Этого стакана мне хватает на снежинок 20. Я их в него заталкиваю, и они напитываются. Ну, сейчас покажу на одной снежинке, как я блокирую. Ну, с этими лучиками все понятно, с маленькими. А вот те, которые побольше, вот этот центральный луч, смотрите, как я делаю. Вот в серединку самый кончик мы уже оформили, он у нас острый. Теперь сюда один лучик и сюда. И вот у нас получился ромб. Закончили блокировку. Блокировка — это придавание форму изделию. У меня в квартире очень сухо, быстро высохнет изделие, и я к вам вернусь. Утро следующего дня, снежинки высохли, и я сейчас буду снимать булавочки. Придерживаю саму нитку и снимаю булавку. Отлично. И плотность меня вполне удовлетворяет. Такая плотненькая снежиночка.